Привет всем! Это видео я давно хотела снять, но оно откладывалось из-за пандемии. Я в Яблонце над Нису. Это, можно сказать, столица производства чешской бижутерии. Это город стекла. Стекло здесь производили с XIV века, ну а впоследствии бижутерия стала визитной карточкой всей Чехии. И сегодня мы пойдем в музей. Производство чешской бижутерии неразрывно связано со всеми историческими событиями, которые напрямую на это влияли. И по ходу своего рассказа я не раз буду проводить параллели. В конце мы поймем, почему происходили все эти взлеты и падения в этом бизнесе и что мы можем видеть на сегодняшний день. История Яблонца над Нису, как и история всех окрестностей, берет начало еще в XIII веке, когда здесь, на севере Чехии, в Езерских горах, был найден кварцевый песок, из которого стали выплавлять стекло. Нас же интересует гораздо поздний период, когда началось производство украшений. Это был конец XVIII века, и расцвет пришелся на век XIX. Большое влияние на ситуацию в Европе оказали наполеоновские войны, из-за которых Англия, как главный производитель текстиля и стекла, была блокирована. И сюда, на север Чехии, начали стекаться мастера из Франции, Англии, благодаря повышенному спросу на бижутерию и либеральным законам, позволяющим выгодно вести бизнес. В начале XIX века Яблонец над Нисою был деревней с 2000 жителей, вокруг которой находилось множество более мелких поселений и разных заводиков по выплавке стекла. И только в середине века император Франц Иосиф повысил Яблонец до статуса города, так как здесь проживало уже более 5000 населения, которое абсолютно все было занято в стекольном бизнесе. Важный момент, о котором я обязательно хотела бы упомянуть, это то, что эта территория была частью Австро-Угорской империи, граничащей с немецкими землями. Поэтому более 90% населения составляли этнические немцы. Здесь не только говорили на немецком языке, но и существовал как бы такой немецкий подход к бизнесу. Название города звучало как Габлонц, и если бы вы прошлись в то время по улицам города, то вы не увидели бы ни одного намека на то, что это на самом деле территория Чехии. Как я уже и говорила, все население Северной Богемии было занято в стекольном бизнесе. Область развивалась молниеносными темпами, и круг составляли несколько городов. Это Габлонц, Танвальд, Железный Брод и Турнов с производством гранатов, о которых я уже немного рассказывала в предыдущем видео. Все эти города и окружавшие их поселения в Езерских горах имели определенную схему бижутерного бизнеса. По сути, он состоял из 3 частей, о которых я расскажу. Дальше мы пройдем в музей стекла и бижутерии в Яблонце над Нисо. Это единственный музей такого рода в Чехии и, пожалуй, редчайший музей во всей Европе. Итак, из чего же состоял бижутерный бизнес? Первое – это сами стекольные фабрики. Назывались они производителями полуфабрикатов. Они выплавляли стекло и делали из них цветные заготовки в виде палочек, трубочек, шариков каких-то, которые поступали к производителям. Это была вторая часть бижутерного бизнеса. Более мелкие фабрики, даже маленькие домашние производства, которые из этих полуфабрикатов штамповали бусины, камни для вставок, пуговицы. Далее они шлифовались на шлифовальных камнях вручную,
очень долгое время, полировались и уже собирались в изделия. Со временем этот процесс автоматизировался, камни обрабатывались быстрее, и это наращивало производство и позволяло его удешевить. Вот здесь вы видите образцы стеклянных камей, пуговиц и как раз вот уже таких готовых частей, которые нужно было просто собрать в конечное изделие, в готовое изделие. Особое развитие бижутерный бизнес получил с распространением штампованных металлических частей для украшений. Их штамповали из латуни и тамбака. Тамбак – это особый сплав латуни с большим содержанием меди и цинка. Затем эти части гальванизировались, покрывались в том числе и серебряным напылением, могли эмальироваться, ну и так далее. Вот здесь вы видите обычный столик сборщика украшений. В принципе, он выглядит точно так же и сейчас. Ассортимент, производимый поставщиками, как вы помните, это вторая группа предприятий вот этой огромной системы бижутерного бизнеса. Так вот, ассортимент был настолько огромен, что это очень трудно представить. Поэтому, чтобы все это реализовать, существовала третья группа предприятий – это экспортеры. Экспортные компании представляли из себя большие торговые дома с выставочными площадями, с образцами, с людьми, которые ездили по разным странам и показывали эти образцы. Вот здесь как раз вы можете видеть, вот так эти образцы выглядели. Они собирались на такие вот планшетки и развозились камевояжерами. Дальше в музее вы не раз увидите на таких вот как бы картонных планшетах образцы, которые показывали эти экспортные дома. В этой витрине вот наверху можно увидеть даже камеи, которые штамповались из стекла, готовые бусы, стеклянные камни для вставок. А эти красные с белым и синим бусы всем известного Норберта Найгера с головами индейцев. Такой вариант был очень популярен в США и шел на экспорт. Наряду с искусственным жемчугом и бусинами из стекла, конечно, одно из основных производств – это бисер. Бисер начинался от размера 0,8 мм. И, конечно, вы знаете весь ассортимент и его формы, и цвета. Он огромен. Экспортировался он тоже по всему миру, вплоть до Африки. Одно из изобретений яблонецких мастеров – это были выдувные бусины. Они внутри были полые и выдувались из стекла. Изнутри они покрывались серебром, что делало это производство очень опасным, потому что все это делалось просто ртом, поручалось детям и старикам. И из-за того, что они вдували в эту бусину серебро, кожа их приобретала синий и даже черный оттенок. Из-за этого их называли черные люди. Многие в то время, так скажем, журналисты замечали эту проблему, говорили о ней, но, к сожалению, она была решена нам гораздо позже, когда придумали автоматическое вот это вот вдувание серебра. Еще одним направлением в бижутерном бизнесе было производство пуговиц. И их ассортимент совершенно не уступал производству бусин и бисера. Размеры, расцветки, дизайны был настолько огромен, что это точно так же трудно себе представить. В середине XIX века
эти пуговицы были просто на пике популярности, и эта популярность продолжалась довольно-таки долго. В общем-то, можно сказать, что только в 50-х годах, в середине 20 века, их популярность пошла на спад, потому что пришел дешевый пластик им на смену. И, естественно, штамповать пластик было легко и просто, чем выдувать стекло и оформлять его вот в такие вот произведения искусства. Посмотрите только на эти пуговицы. Каждая из них – это фактически отдельное украшение, это отдельная брошь. Не зря, конечно, они пользовались такой вот бешеной популярностью, но говорят, что даже сейчас какие-то производители делают на заказ бусины, пуговицы из стекла, вот, например. Кроме производства комплектующих для бижутерии, было, конечно, производство конечных изделий. Этим занимались более мелкие предприятия, отдельные мастера и надомные работники. Целые семьи были заняты в производстве украшений. Надомники нанизывали бусины, расшивали бисером сумочки, галантерею, а на настольных горелках выплавляли более мелкие стеклянные изделия, шлифовали и полировали бусины. И совершенно другой вид украшения приобрели с изобретением автоматической шлифовки стекла. Первым таким изобретателем был всем известный Даниэль Сваровский, но, к сожалению, он уехал из Богемии, а может быть и не к сожалению, но всем известно, что он боялся, что его изобретение как бы украдут идею его, и он организовал свой бизнес в Австрии вместе со своим шурином Францем Вайзом. Но это отдельная история, наверное, может быть, которую я расскажу когда-нибудь. В этой витрине представлена бижутерия конца XIX века, когда это производство достигло своих высот. Все украшения были настолько похожи на драгоценности, что совсем неудивительно, почему их популярность была столь высока. Здесь можно даже увидеть украшения в стиле Бидермайер. Этот стиль был популярен среди буржуазии, он был таким несколько провинциальным, с простыми линиями, минимальным декором. В начале 20 века он даже звучал с некоторыми такими негативными нотками. Тут же на планшетах представлено огромное количество сережек. Именно так все это выглядело в экспортных компаниях и у торговых представителей. Широчайший ассортимент. Здесь мы можем наблюдать только маленькую, совершенно малюсенькую часть этого всего. Этот ассортимент, конечно же, находил своих клиентов по всему миру, и в Индии, и в Америке, и в Австралии, ну, абсолютно везде. Дальше здесь представлены украшения из черного стекла, имитирующего агат. Это было еще одно прекрасное гениальное изобретение богемских мастеров. Моду на черную бижутерию, которая продолжалась долгие годы середины XIX века, ввела, если можно так сказать, английская королева Виктория, которая после смерти мужа до конца своих дней носила траур. Но, как известно, раньше королевы и вся знать это были главные инфлюенсеры модные, поэтому черная бижутерия набирала неслыханные обороты. И до сих пор черная бижутерия является огромной коллекционной ценностью. Еще одним направлением в украшениях было производство стеклянных бангли. Бангл – это твердый браслет без застежки. Они нарезались из стеклянных труб, производимых
на стекольных заводах и декорировались. Эта продукция наряду с выдувными бусинами была долгие годы популярна в восточных странах и особенно в Индии. Цена на эту продукцию была ниже, чем в Китае и в Японии, поэтому практически они были вне конкуренции. Каждая индийская женщина носила минимум 4 пары бангли, то есть по 4 штуки на каждой руке. Вот и можете себе представить, сколько их нужно было, учитывая, что это стеклянные изделия. Готовые браслеты и стеклянные трубки в больших количествах экспортировались в Индию вплоть до 40-х годов. И даже после Второй мировой войны оставшиеся огромные запасы этих банглов на складах еще несколько лет экспортировались в восточные страны, в Иран и на Средний Восток. В начале 20 века стиль арт-нуво дал большой толчок развитию эмалирования. Эмалью покрывали не только украшения, но и галантерею, поясные пряжки, пуговицы, сувенирную продукцию. Естественно, все это не было бы возможно без производства штампованных металлических изделий. Основы, на которую накладывалась эмаль, вклеивались стразы, имитации камней. Все украшения, которые мы сейчас будем рассматривать, абсолютно все имеют металлическую базу. И одним из известных производителей этой металлической фурнитуры в начале 20 века был Генрих Бердичко. Я думаю, это имя знают многие коллекционеры чешской бижутерии. Его бизнес начинался с маленькой мастерской и успешно продолжался вплоть до Второй мировой войны. И когда после окончания Второй мировой немцы были выселены, Бердичко был вынужден уехать в Австрию, где начал свой бизнес фактически с нуля, но до сих пор потомки его продолжают под брендом Лорена. Первая половина 20 века была насыщена разными историческими событиями, которые не могли не отразиться и на стекольно-бижутерной отрасли. Упавший спрос во время Первой мировой войны начал компенсироваться, начиная с 1918 года, хотя и здесь, в Северной Богемии, происходили большие геополитические изменения. Итогом Первой мировой войны стал распад Австро-Венгерской империи и образование Первой Чешско-Словацкой республики. Поначалу немецкое население, как вы помните, его было более 90%, пыталась сопротивляться и даже объявлять независимость, но сопротивление было быстро подавлено, и законы новой республики позволили успешно вести бизнес дальше. В этот период возросла и мировая конкуренция на украшения. Пока в Европе бушевала война, ниши заняли производители из других стран. И вот этот подъем послевоенный быстро сменился снижением цен, и нужно было искать новых покупателей. Тем не менее, времена Первой Чешско-Словацкой республики остаются как время лучших произведений бижутерных мастеров. В это время все больше стало появляться прекрасных стеклянных имитаций натуральных камней. Здесь вы можете увидеть имитацию опалов. И сами украшения полностью повторяют ювелирные какие-то произведения, поэтому визуально это все не так уж сильно и отличалось. А вот это зеленое стекло называется пекинское стекло. Это замечательная, я считаю, имитация хризопраза. Но самыми известными по сей день считаются украшения братьев Найгер. Я уже рассказывала о них в одном из своих предыдущих видео. Норберт Найгер открыл дело в начале века, и перед Первой мировой войной к нему присоединился его брат Макс, который занимался
по сути, дизайном украшений, а Норберт вел бизнес-дела. Самые известные их коллекции – это украшения на египетскую и китайскую тематику. В то время была открыта гробница Тутанхамона в Египте, и это вызвало огромный отклик в дизайне украшений. В работах Найгеров все стеклянные вставки имитировали полудрагоценные камни, как вы видите здесь и бирюза, и коралл, и ляпис-лазурь. Но, конечно, к теме Египта обращались не только они, но и многие другие мастера. И, как вы видите, здесь представлены работы Вальтера Хайнлайна, которые совершенно не хуже, чем работы Норберта и Макса Найгеров. Эпоха ар-деко с 20 по 40-е годы дала возможность бижутерии сверкать подобно настоящим бриллиантам. Женщины, уставшие от войны и лишенные в то время красивых платьев и украшений, хотели восполнить этот пробел и как можно сильнее блистать на вечеринках и в компаниях. Это им обеспечивали украшения в так называемой технике паве. Это когда поверхность металла густо инкрустирована мелкими стразами. Такое украшение сверкает в лучах вечернего освещения совершенно не хуже бриллиантов и ничем от них не отличается. Но наряду с этим бриллиантовым шиком производились украшения из пластика. Чаще всего это был целлулоид, но после Первой мировой войны его заменили другими пластиками, потому что целлулоид был легко воспламеняем на производстве. Эпоха Первой Чехословацкой республики закончилась с началом Второй мировой войны. Гитлеровская Германия аннексировала эту часть Чехословакии в 1938 году. И если вы знаете историю, то наверняка вам известна аннексия Судетов. Габлонц и все прилегающие территории Северной Богемии – это и есть всем известная область Судет, которую Гитлер присоединил к Третьему рейху, мотивируя тем, что здесь проживают немцы. Это действительно было так. Я уже говорила об этом, что более 90% населения были этнические немцы. И теперь, в отличие от 18 года, когда они были недовольны образованием Чехословакии, теперь они почувствовали, что их освободили, и жизнь габлонца потекла как будто бы в нужное им русло. За годы Второй мировой войны многое изменилось. Кто-то погиб на войне, кто-то в концлагерях, как братья Найгер. Чехи вынуждены были уехать из Богемии. Предприятия начали работать на военную машину Третьего рейха, производили оптику, какие-то детали для оружия, я точно не знаю. Работали на предприятиях в основном женщины, как и везде во время войны. Когда же в 1945 году пришла советская армия, то все немцы были выселены. То есть фактически одно население полностью заменилось другим. Вернулись чехи, и мы можем только представить, как это все выглядело. Я думаю, что многие заводы, склады с бижутерией, фурнитурой, все было разграблено, что-то, возможно, уничтожено. Ну, в общем, многие годы после войны из этой фурнитуры еще создавали бижутерию и продавали. И, как я говорила, вот продавали даже на экспорт стеклянные браслеты, банглы. Около 7 тысяч немцев, выселенных из Яблонца над Ниццу, обосновались на юге Германии, в окрестностях города Кауфборейн, на месте уничтоженного порохового завода. И назвали они свое поселение Нойгаблонц. Конечно, здесь вскоре открылись предприятия по производству украшений,
и до сих пор там существуют ювелирные производства. А еще в Ковборине есть музей Езерских гор, в котором переселенцы из Судет показывают историю производства своих украшений из стекла, так что, возможно, когда-нибудь мы тоже туда и попадем. Но вернемся еще ненадолго в музей. В самом же Яблонце над Нису все, конечно же, национализировалось, и в 50-х годах было организовано крупное предприятие, производящее бижутерию под брендом Яблонекс. Украшения тоже были прекрасного качества и очень красивые, очень достойные. Бижутерия советского периода также была достойна коллекционирования, и сейчас она не менее ценна, потому что предприятие уже не существует. Производилось много бисера. В моде 50-х, 60-х годов были крупные яркие украшения. Даже вот как, например, вы видите в этой витрине, производилась так называемая упомянковая бижутерия, то есть вот здесь образцы с фотографиями королевы Елизаветы, принца Филиппа. Вот брошки или значки со знаками Олимпиады. Завод Яблонекс начал угасать в 90-х годах. Они продержались еще до 2010-го, но с реалиями того времени было трудно бороться. Возросшее китайское производство, большая конкуренция и общие тенденции к упрощению украшений не давали шансов, мне кажется, на процветание такого большого предприятия. Вот так выглядит завод Яблонекс. Сегодня в Габлонце вы не найдете ни одного магазина с чешской бижутерией, даже в самом центре города. На рецепции завода сказали, что на соседней улице можно купить какие-то бусины и украшения, но китайские. Конечно же, я туда не пошла. На улицах города ничего не напоминает о прекрасной сверкающей истории, и только остатки былого величия еще видны в постепенно реставрируемой архитектуре. По большей части этот мой рассказ – история украшений. Но Габлонц – это в первую очередь город с многовековой историей производства стекла. Я предлагаю вам еще немного посмотреть на вторую часть музея, где представлены не менее прекрасные экспонаты. Но бижутерия – это, конечно, не основное производство для стекла, для стеклодувов и для мастеров. А с 16 или с 15 века здесь создавали вот такие вот шикарные вещи. Описать все это, не знаю, даже для меня не представляется возможным. Мне кажется, что это долго. Все это показывать, возможно, будет неинтересно для ценителей именно бижутерии, потому что мой блог про украшения, мой канал об украшениях, оно, чтобы представлять масштабы производства, масштабы жизни на протяжении многих веков этого города, нужно видеть все, что они производили, а не только украшения. Вот эта ваза, например, 1893 года. Лампы настольные начала 20 века. Вазы того же периода. Различные бутылочки, пузырьки, флаконы, в том числе для духов.
все это вот такое фантастическое стекло. Тридцатые годы 20 века уже изделия более минимального стиля, хотя вот это вот розовые вазы и флаконы просто шедевры. Ну, на этом я свою экскурсию по музею стекла и бижутерии в Яблонце над Нису буду заканчивать. Надеюсь, что вам она понравилась.